Как построить маленький бюджетный дом? В этом видео изготовим каркас для перегородок и утепленную отмостку. Если ты задумываешься о строительстве дома своими руками, эта серия видеороликов тебе в этом поможет. В ней мы подробно показываем весь процесс строительства, от закладки фундамента до въезда в готовый дом. Чтобы не пропустить новые серии и увидеть результат, подпишись на наш канал. В прошлой части мы закончили на изготовлении теплого бетонного пола. После укладки бетона в течение пары дней отец поливал его водой, поэтому бетон высыхал постепенно и не растрескался. А дальше внутренние работы продолжились изготовлением перегородок. Перегородки в этом доме будут нести двойную функцию. Во-первых, они будут работать по прямому своему назначению, а именно разделять внутреннее жилое пространство на комнаты. А во-вторых, они будут работать как часть силового каркаса, который будет укреплять как междуэтажное перекрытие, так и перекрытие кровли. У полов междуэтажного перекрытия они уберут любой возможный эффект батута, а кровельному каркасу придадут дополнительной прочности для сопротивления с экстремальными снеговыми нагрузками. В изготовлении перегородок отец справился без моей помощи, и эту работу они производили вдвоем с матерью. Каркас для перегородок решили изготовить из дерева, из доски с сечением 100 на 50 мм. На первом этаже будет всего лишь пара перегородок, которые будут отделять общее пространство от кухни. Хотя я и советовал родителям сделать кухню открытой, как в моем доме, но матерь все же настояла на том, чтобы кухонный бардак был скрыт от глаз гостей. Сначала отец поставил центральную подпорную стойку. Внизу она опирается на бетонный пятачок, сформированный еще при заливке фундамента, а сверху подпирает одну из балок перекрытия. На эту колонну передают большую часть своей нагрузки почти все перегородки второго этажа, поэтому для нее и было сделано такое мощное основание. Стойка у стены будет опираться на выступающую часть фундамента, а к стене закрепили с помощью клей-пены. Остальную часть этой перегородки отец закончил уже после заливки теплого пола. Каркас для нее он сделал более тонким, из бруска с сечением 50 на 50 мм. В местах крепления отопительного оборудования, а также в местах крепления навесных шкафчиков заранее предусмотрел усилительные вставки. Стойки устанавливал шагом примерно в 600 мм, чтобы к ним в последующем было удобно крепить гипсокартон. Перегородку с дверным проемом, которая будет полностью закрывать кухню, изготовим уже позже вместе с каркасом для лестницы. На втором этаже отец начал изготовление перегородок с установки двух силовых диагоналей. Эти две мощные диагонали из доски 100 на 50 мм превратят центральную перегородку в подобие фермы. Каждая стойка в этой перегородке будет врезаться в диагональ наполовину, и там же будет закрепляться на пару 120-х гвоздей. Сверху стойки с помощью саморезов крепятся к обвязочной доске, а верхняя обвязочная доска крепится с помощью тех же саморезов к балкам кровельного каркаса. Внизу же стойки закрепляются к балкам перекрытия. И это крепление дополнительно усиливается с помощью поперечных вставок. Перегородка с диагоналями формирует непрогибающуюся ферму, которая с одной стороны упирается в стену, а с другой стороны стоит на подпорной колонне первого этажа. Вместе с обильным количеством крепежа к балкам перекрытия и балкам кровельного каркаса они создают жесткую пространственную конструкцию, усиливая друг друга. В будущем перегородки мы обшием гипсокартоном. Подобные перегородки, обшитые гипсокартоном прямо по деревянному каркасу, я реализовал в своем каркасном доме. За пару лет эксплуатации никаких проблем в этой конструкции я не увидел. После обшивки гипсокартоном эта перегородка будет иметь толщину примерно в 13 см. Все остальные перегородки спален, а также перегородки санузла отец изготовил из доски, размещенной плашмя, и они будут иметь финишную толщину примерно в 8 см. Внутреннее пространство перегородок мы планируем заполнить стекловатой для шумоизоляции.
Пока что внутренние работы так и закончились на монтаже каркаса для перегородок, а внешние работы продолжились изготовлением отмостки. Отмостка не только создает удобную дорожку для прохода вокруг дома, но также отводит осадки от фундамента. Прислушавшись к многим советам от наших подписчиков, отец решил придать своей отмостке еще одну функцию и сделал ее утепленной. Утепленная отмостка отличается от обычной наличием слоя экструдированного пенополистирола под основным слоем бетона. В зимнее время слой пенополистирола будет препятствовать попаданию холода в грунт и таким образом сведет к минимуму возможность морозному пучению воздействовать на фундамент, а в связке с утеплением внешней стороны фундамента на всю высоту уменьшит теплопотери дома через грунт. Сначала отец выровнял грунт вокруг дома в один уровень, а потом уплотнил его с помощью трамбовки. Внешнюю опалубку он изготовил из одной доски с сечением 100 на 25 мм, которую фиксировал с помощью колышек, забитых в землю. В местах прохода ширину отмостки сформировали примерно в 1 метр. А с задней стороны дома ширина отмостки 80 см показалась достаточной. Примерно на эти же 80 см под бетон закладывали утеплитель. В качестве утеплителя использовали листы экструдированного пенополистирола толщиной в 20 мм. Такой толщины нам показалось достаточно, учитывая, что мы строимся в Киевской области. Пенопласт укладывали на тонкое песчаное основание, которым исправляли неровности. Из полосок того же пенопласта сформировали внутреннюю опалубку, примыкающую к цоколю. Эта полоска задает верхний уровень отмостки и, протягивая по ней правилом, легко равнять бетон, формируя на отмостке уклон для отвода воды. Бетон формировали на месте с помощью редукторной низкой бетономешалки. С помощью такой бетономешалки удобно выгружать бетон прямо в опалубку, а носить сухие компоненты для бетона значительно проще. Состав бетона замешивали из половины мешка 500-го цемента, плюс 2 ведра песка, плюс 4 ведра щебня. Дорожку отмостки разделили на 8 секторов, так как, будучи цельной, она бы наверняка треснула. Сначала уложили бетон в угловые секторы, а потом в остальные. В качестве правила для выравнивания бетона использовали кусок доски, а толщина бетона составила от 8 до 10 см. В изготовлении отмостки родителям помогали друзья Владимир и все тот же Василий, который участвовал при заливке теплого пола. И в этот раз отец также выражает им благодарность. Ну а теперь смета. Суммарные затраты на строительство дома с прошлых этапов, которые также включают покупку участка, составили $8789. Дерево, которое пошло на каркас для перегородок, было закуплено ранее, и я уже указывал его стоимость, которая учтена в суммарных затратах с прошлых этапов. А на отмостку в сумме было затрачено $270. И суммарные затраты на весь дом на данном этапе составляют $9059. Суммарные трудозатраты с прошлых этапов составляют 69 человека-дней. На изготовление каркаса для перегородок было затрачено 5 человека-дней. Столько же было затрачено и на изготовление отмостки. И суммарные трудозатраты на строительство дома на данный момент составили 79 человека-дней.
Отец уже начал закупать материалы для изготовления инженерных систем, водопровода, канализации, отопления и электрики. А также в скором будущем начнутся отделочные работы. Чтобы не пропустить все эти видео, подпишись на наш канал, ведь хорошие люди должны объединяться. Друзья, я прошу вас оценить это видео вот здесь по 5-бальной системе и не забудьте высказать свое мнение в комментариях. С вами был Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Увидимся в следующем видео. Да, в одном из этих. Ну ти знаєш, кум, пам'ятаєш, як тобі то премію лишили? Да, було, звісно, лишили. Да, то я капнув. А пам'ятаєш, як тобі виговори тут писали? Да, так то я капнув. А я пам'ятаєш, що тут жінка первого сина тобі родила? Да.